Всем привет! Это Антон Ташимото, АМК Сервис. И сегодня мы приехали на осмотр Blackbird. Пойдемте посмотрим, что там за Blackbird. Но сразу прошу извинения за то, что буду снимать в темное время суток. Будет не совсем все видно. И на улице мороз, -4, поэтому буду снимать коротенько, не максимально подробно, потому что, просто немножко прохладно и руки все-таки замерзают. Так, приехал смотреть Дазда. Сейчас заведем, потом покажу все поподробнее. Бак почти сухой, да? Цепок ГРМ здесь немножко изучу. Минимальная толщина заднего тормозного диска 4,5 мм. У нас имеется, сейчас покажу. В районе 5. Самая тонкая, что я нашел, 4,9 место. Вот. 4,95, 4,97 по передку. Минимум 4 миллиметра. Имеем 3,85, 3,79. 3,7 где-то. А с этой стороны примерно то же самое. В одном месте чуть больше, в другом чуть меньше, но это из-за того, что здесь ярко выраженная ступенька, он иногда на нее попадает. Но диски уже изношены. Сейчас дальше покачаю вилочку, посмотрю, что с ходовой, и будем переходить к замерам. Так, бак, что здесь сверху чистенький, что внизу там залазил, светил фонарем, просто камера не передает. Везде вот такой металлический цвет. С баком все хорошо.
теперь по вилочке. По вилочке следов отпотевания нету особых. Но учитывая, что еще снег на перьях, тут как бы ни масла, ни следов, ничего нету, ни отпотевания никаких. Только следы снега. Есть небольшой люфтец в суппортах. Ну, потому что вот здесь соединение, здесь есть подвижные части на направляющих. И, соответственно, вот это немножко здесь гремит. Остальное все по ходовочке спереди тихенько работает. Радиатор у нас вот в таком состоянии. Есть немножко следы на нем коррозии. Немножко он покоцанный. Но он же не новый. Соответственно, 2000 год. Следы от камушков. Все это имеется. На верхнем радиаторе тоже небольшая коррозия, но ничего страшного. По повреждениям, что у нас есть? У нас здесь есть повреждения на зеркале. Повреждения вот здесь на пластике. Вот здесь повреждения. Вокруг болта. Крышка. Вот здесь вот небольшие царапки под грязью есть там. Есть у нас вот такая вот коцка на крыле. Ну и соответственно вот здесь это скорее всего уже рычаг КПП помененный, потому что он свеженький. А вот здесь вот у нас видно маленькая чирочка есть от падения. На остальном, на всем в принципе здесь все. Ну, пара рисок. Это ничего страшного. Тут хвост. Коцочка. Стоит интегрированный стопарь, светодиодные поворотники. Здесь нагрузочное сопротивление у нас из нестандартной проводки. Остальная проводка у нас все по стоку. Сейчас покажу замер аккумулятора. Но учитывая то, что он его запускает в -3, это уже большой плюс для мотоцикла. Тут у нас тоже по трубам есть вот такая вот царапка. Но это не от падения, скорее всего за что-то зацепили, потому что не характерная для асфальта. Здесь у нас есть небольшие следы асфальта. Касалась подножечка. Вот, соответственно, по пластику. Вот, черкаши, скол. То есть, как бы, судя по характеру, то, что они идут вверх от падения на месте. То есть, уронили мотоцикл. Вот здесь у нас царапки. Здесь у нас продольные царапки. Здесь у нас на ручке ничего нет. С другой стороны ручка чуть-чуть подпиленная. Вот этот край. Здесь на крыле спереди тоже царапки. Ну, то есть, по визуальной части человек, клиент, который заказал осмотр, он приезжал, его смотрел, его больше интересует именно техническая составляющая. То, что я сейчас буду дальше проверять. Поэтому, наверное, сейчас проверим аккумулятор. И дальше отправимся уже проверять компрессию. Так, смотрим. То есть посмотреть заряд? Насколько он живой. Что-то без шапки. Привычка. Хорошая КБ. Ну, в принципе, так и есть. Она запускает мороз, это уже хорошо. Да, зарядка хорошая. И вот на самом аккумуляторе сколько остается. Потихоньку падает. Нормалек. Замер компрессии. 4-й цилиндр. «11» на гибком шланге. 3-й цилиндр.
те же 11 очков. Второй цилиндр. Одиннадцать. И первый цилиндр. Ну, те же там 10,5, 10. Итак, для вас прошло пару секунд, для меня прошло 2 дня. И моноцикл у меня в сервисе. По какой причине моноцикл у меня в сервисе? Причина этому одна. Моноцикл был куплен у человека, который его продавал. И моноцикл мы вместе с покупателем забрали. Я его перевез, я также его буду ставить на учет и обслуживать. Из того, что я не смог показать, извиняюсь еще раз за картинку и съемки в темное время, потому что возможности не было осмотреть его по-светлому. Приехал достаточно поздно уже. И, в принципе, на морозе в минус 4 снимать очень много было и сложно, и холодно, ну и много всяких но. Итак, то, что не показал ранее. У нас стоит здесь резина Metzeler Z8. Она стоит у нас, получается, передок 42 неделя 2014 года. Задок у нас 45, то есть, грубо говоря, конец 2014 года. Трубы у нас стоят вот такие вот 2 баночки. У нас стоит здесь, получается, светодиодные поворотнички, светодиодный стопачок. Это дело у нас работает вот таким образом. То есть, вот сейчас светится подсветка номера, подсветка. И, в принципе, мы можем посмотреть, что у нас срабатывает и с лягушки тормоза, и с одной, и с другой. Но при включении поворотников у нас не работают передние повороты. Но зато мигает габарит. Странно, согласен. Тут у нас тоже мы видим, что у нас мигает габарит. Когда мы переключаем с габарита на фару, у нас тухнет фара, но слегка загораются поворотники. То же самое происходит, если я начинаю моргать дальним светом. Это говорит о чем? Что есть какие-то окисления в проводке, где-то потерялась масса, либо что-то еще, и, соответственно, поэтому не загорается фара, не загорается, грубо говоря, габарит как должен, и не горят передние поворотники. Фара у нас здесь оригинал Стэнли, у нас фара на лампах, на обычных. То есть, грубо говоря, надо проверить проводку, надо посмотреть, что там с релюшками, потому что от долгого простоя на некоторых хондах, особенно если это Выфер, Дрозд и тому подобное, бывает такое, что, соответственно, с проводочкой возникают некие вопросы. Потому что моноцикл не консервировался, стоял под открытым небом, то есть был присыпан снегом, он стоял под навесом, но снег задувал, поэтому влажность, окислы, все это немножко имеется. Помимо того, что еще я хотел показать по моноциклу, это, если мы не сразу заметили, то здесь стоит тюнинговая сидушка, грубо говоря, перешита типа с гелевыми подушками, то есть для большего комфорта. И стоит вот такая вот траверса, соответственно, полностью с выносом руля. Это тоже сделано для туризма. Все это стоит установлено в Германии. Все это, грубо говоря, так скажем, оригинальный тюнинг, не Китай. Моноцикл был куплен за 300 тысяч рублей. Потому что сейчас на рынке человек посмотрел, что в принципе в подобном состоянии моноциклы все стоят примерно так. Это 2000 год. И, соответственно, мы проверили состояние компрессии на холодную, потому что мы мотор сильно не могли прогреть, потому что тут бенза, вот совсем вот так чуть-чуть, потому что даже видно, бензонасос весь торчит из бенза, то есть бенза плещется там около литра, потому что, вот так получилось. И поэтому, соответственно, я не смог его прогреть до конца, но даже на холодную он выдал 11 очков на гибком шланге, а это говорит, что на прямом подключении он выдал бы 12,5, там, около этого. А это для этого мотора абсолютно нормальная компрессия. Наклейки здесь у нас не под лаком, то есть это оригинальный пластик, а на баке у нас, соответственно, вот эти вот крылья, они уже наклеены какие-то 3D аппликации, то есть
Но, судя по всему, состояние бака очень хорошее. Я не могу его сейчас показать именно камерой, потому что там плохо светит. Но я залазил фонарем туда, освечивал. То есть и бензонасос без окислов, и бак весь по краям, что можно увидеть, все тоже в нормальном состоянии. Вот такой мопед, вот такое состояние. То есть у него есть, грубо говоря, небольшие недочеты. Это передние тормозные диски. У него нужно разобраться с проводочкой немножко. Там, скорее всего, просто почистить окислы, потому что он массу берет через габарит. И поэтому масса может быть некачественная, и ему не хватает, чтобы зажечь фару, потому что релюшка нагрузку не может взять. И, в принципе, по большому счету, сделать обычное обслуживание. То есть это замена технических жидкостей, обслуживание цепи и все. Цепь у нас сейчас вот в таком состоянии, смотрите. То есть у нас состояние, грубо говоря, посередине нового. То есть вот эта риска на зеленой зоне, то есть еще не вышла. Поэтому помыть, помазать цепь, и будет она ходить, потому что зубья еще не сношенные, еще нормальные. Задний тормозной диск уже поменян, передние тормозные диски, я думаю, что мы с клиентом уже обсудили, что их будем менять, когда дотрутся передние колодки. И, соответственно, вот такой вот мотоцикл. В итоге, получается, человек сначала приехал, посмотрел мотоцикл сам, у него остались сомнения по технической части. Он позвал меня, я сделал осмотр, сказал ему, что компрессия в порядке, что мотоцикл нормально запускается, что есть зарядка. То есть по технической части я мотоцикл, насколько возможно это было, я в темное время суток проверил, все это рассказал. И потом после этого, соответственно, уже клиент принял решение сам. И позвонил мне, говорит, поехали, заберем мотоцикл. Соответственно, мы приехали, они подписали договор купли-продажи, ибо я его загрузил, привез. И он говорит, а постановка на учет? Я говорю, без проблем. То есть вот так вот мы договорились. То есть из того, что нужно делать по мотоциклу срочно, это вот, грубо говоря, разобраться с электропитанием и сделать, соответственно, техническое обслуживание. Мотоцикл будет готов к сезону. Да, изношенные тормозные диски, но их можно поменять чуть-чуть попозже, потому что колодки стоят, дотрутся колодки, и поменять сразу, поставить новые колодки, новые диски. Учитывая, что человек пересел с малокубатурной техники и говорит, я просто взял с запасом, буду ездить аккуратно, адекватно, на этой резине тоже можно покатать полсезона, сезон. Если он начнет вкатываться в мотоцикл, скажет, мне не хватает резины, мне нужно больше держака, мы, соответственно, поменяем ему резину. Но на данный момент мы с ним пообщались, первоочередно это постановка на учет и техническое обслуживание, это просто мотоцикл подготовить к сезону. То есть обслужить цепь, поменять технические жидкости, разобраться с электрооборудованием. Все. Остальное все человек будет делать уже в процессе эксплуатации, соответственно, в процессе вката в мотоцикл, потому что потихоньку будет вкатываться в него. И если ему будет не хватать, например, цепкости тормозов, либо, соответственно, держака резины, это будет уже все поправляться уже в процессе. Потому что человек принял для себя решение, что, в принципе, какой мотоцикл не возьми бэушный, у него все равно технические жидкости все менять. Резина, как правило, на свежей резине никто не продает. Резина, как правило, у всех докатана. То есть состояние примерно в среднем по больнице получается одинаковое. Поэтому вот такой вот дрозд за 300 тысяч, ввезенный из Германии. Человек будет, грубо говоря, первым владельцем в России, он еще не стоял на учете, поэтому его тоже это привлекло. И, соответственно, все-таки неплохое техническое состояние по мотору, это тоже очень приятно. Тем более из бонусов ему еще досталась хорошая сидушка, высокий руль. Он ростом где-то 1,78 м, 1,80 м, то есть ему будет удобно с высоким рулем, с хорошей удобной сидушкой. То есть абсолютно чистый бак, это тоже большой плюс для мотоцикла в таком возрасте. Поэтому я считаю, что в принципе достаточно приятная покупка за эти деньги. Потому что есть мотоциклы чуть лучше, чуть хуже, но у них у всех есть какие-то нюансы. Поэтому, если видео вам понравилось, если оно было полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр и пока!